Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, на эти мягкие подушки поближе к камину. Располагайся поудобнее. Расслабься и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Надежды Тэффи о русском языке. Очень много писалось о том, что надо беречь русский язык, обращаться с ним осторожно, не портить, не искажать, не вводить новшества. Призыв этот действует. Все стараются, многие теперь только и делают, что берегут русский язык, прислушиваются, поправляют и учат. Как вы сказали, 7 раз примери, 1 отрежь. Это абсолютно неправильно. Раз человек меряет 7 раз, то ясно, что вид надо употреблять многократный. 7 раз примеривай, а не примерь. Что? Возмущается другой. Вы сказали, вынь да положь. Что это за положь? От глагола положить. Повелительное наклонение будет положи, а не положь. Как можно так портить язык, который мы должны беречь, как зеницу ока? Как вы сказали? Надеюсь, я слышался. Вы сказали, я иду за вином. Значит, вино идет впереди вас, а вы за ним следуете. Иначе вы бы сказали, я иду по вино. Как говорят, я иду по воду. И так и следует говорить. Давят, сушат, душат. Думал ли кто-нибудь, живя в России, правильно ли он говорит? Приходило ли кому-нибудь в голову сомневаться в законности своего произношения или оборота фразы? Огромная Россия сочетала сотни наречий, тысячи акцентов. Каждая губерния, каждый уезд окали, цокали, какали по-своему. Тот чужой академический язык, который рекомендуется нам сейчас, существовал лишь в литературе, когда автор вел речь от себя. Потому что как только начинал писать языком живым, на котором люди говорят, сейчас перед читателем выявлялась личность, от которой слова шли. Под безличным, гладким литературным языком автор прячется, отрекается от себя, говорит объективно. Чуден Днепр при тихой погоде. Это не значит, я нахожу, что Днепр чуден. Это значит, что он чуден, и этот факт я сообщаю. Если же вы прочтете восхваление Днепру, выраженное разговорным языком, то сразу увидите, кто говорит. Ну и Днепр, ну и речище, говорит помещик, исправник, купец. Днепр в хорошую погоду — это сама прелесть, скажет провинциальная барышня. Если бы пришел к вам приятель, шофер или репортер, человек деловой и нормальный, сел, закурил папиросу и сказал: вспомнился сегодня Днепр. Какая чудесная река, особенно при тихой погоде. Ладно, а если бы он сказал: чуден Днепр при тихой погоде, как довольно и плавно мчит, и так далее. Не ладно, подумали бы, что он спятил, даже если бы Гоголя не читали и
юго-запада, то мы пришли в настоящую ярость. Как смеют говорить «извиняюсь», как смеют ехать поездом, а не в поезде, и почему все время так, и зачем же вместо «ж». Так я же ехал вагоном. Очень все это раздражало. Но когда мы сами двинулись в путь, хлынули сплошным потоком вниз через всю Россию, то услышанные на месте все эти горькие грехи против чистого русского языка, они уже не показались мне, по крайней мере, такими отвратительными. Они, оказывается, просто как нежные фрукты не выносили перевозки. Русский язык, на котором говорят в Одессе, считается верхом лингвистического безобразия. Конечно, если писать на этом языке критика чистого разума или история романтизма Западной Европы, если бы этим языком заговорила фрейлина Большого двора на приеме императрицы, вышло бы действительно неладно. Но там, в Одессе, на родной почве, на улице, где суетятся юркие дельцы, будущие банкиры, и медленно гуляют бывшие банкиры, бывшие юркие дельцы, где все время что-то считают и в чем-то друг друга убеждают. Там этот язык выразителен и чудесен. В первый же день моего приезда сидела я в холле большого одесского отеля. Здесь же вертелся неизвестный мне субъект местного типа. И ясно было, что хочется говорить. Наконец нашелся. «Скажите, — спросил он, — вы, значит, тоже пассажир?» «Что?» — растерялась я. «Ну да, раз вы живете в этой гостинице, значит, вы здешний пассажир. Вы видели море?» «Что?» «Море. Так это море. Что?» Вот это был живой язык. Таким языком у нас на севере рассказывали только анекдоты, а здесь он жил. Живой, юркий, гибкий, и чего только не плел. «Скажите, ли вы придете к нам?» Все правильно, только ли перескочила. И получается призабавная штука, от которой сразу делается весело. Ответ иронический, любезный. Или это значит, вы хотите сказать или не придете? Так неужели вы можете предположить, что я не приду? Видите, как сложно, как тонко. Этот одесский язык был исключительно красочный. Но ведь не дурные наши сибирские, однако. И удивительные окрики, кроме. Когда человек недовольный прерывает собеседника, грозно подняв указательный палец, и все это хорошо. Не может умереть, замереть, застыть живой язык. В одесских школах, наверное, тоже зубрят. Чуден Днепр. Но говорят, так и он себе чуден. Какие бы шлюзы не ставили сейчас нашему бедному эмигрантскому языку, он прорвет их. И если ему суждено ему стать уродом, то и станет, и будет живым. Чем питать его? Старыми нашими истрепанными книжками. А самим нам много ли веку осталось? Горько, жалко, но это так. Разве там, в России, не отошел язык от старого русла? Разве он тот, каким мы его оставили? Почитайте их разговорную литературу, поговорите с приезжими, прислушайтесь. Мы еще храним старые заветы, потому что любим наше прошлое. Всячески его бережем, а они и не любят.
и отходят легко и спокойно. И мы, хотя будем очень горевать, но уйдем тоже. Вот и закончился наш сегодняшний вечер. Вот и, дорогой мой друг,